Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэйхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэйхёном и Чингуком. 10 место. Проверка на прочность. Хочется сказать, поберегите наши нервы, мы не выдерживаем. Но нет, мы так не скажем. Мы сильные, мы справимся. Продолжайте. Цель Тэйхёна — соблазнить и засмущать Чингука достигнута на 100%. Не знаю еще, как Чингук смог продолжить петь после такого выступления Тэйхёна. Ну, профессионал, конечно. Однако эмоции скрыть не получилось. Он не мог оторвать свой взгляд от него. А когда немного опомнился, то так засмущался. Губки залипают не только на красивое лицо Тэйхёна. Ах, чувствуем, это еще очень долго не забудем. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему. Тэйхён своим провокационным действием чуть не поднял паруса Чингука, комментарий, который мы обсудим. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. С одной бутылки. Бывают моменты, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но если задуматься, то можно увидеть в них нечто особенное. Мы видим, как Чингук пьет водичку из бутылки, а потом ставит ее позади себя. И тут же мы наблюдаем за тем, как Тэйхён сразу же берет эту бутылку с водой, чтобы попить. И дело даже не в том, что они попили из одной бутылки, это для нас не новость. Дело в другом. Вы понимаете, что они постоянно чекают друг друга. Кажется, что они даже не смотрят друг на друга, но в такие моменты становится понятно, что это не так. 8 место. Что может быть лучше, чем наблюдать за объятиями Вигу? Объятия Вигу – это чистая любовь. Так что, возвращаясь к нашему вопросу, ответ прост. Ничего, только наблюдать за ними снова и снова. Тэйхён обнимает своего зайчика, и это объятие не мимолетное, оно такое долгое. Он прижимает к себе Чингука, и в этом моменте вся нежность, вся забота, все чувства, которые Тэйхён испытывает к нему, обретают форму. Это объятие, это убежище, это подтверждение, это момент полного единения. Чингук приобнял Тэйхёна и что-то ему сказал, и в ответ Тэйхён щелкнул его по подбородку, а дальше долгий влюбленный взгляд Чингука на свое сокровище. Ах, этот любимый жест Тэйхёна в отношении Чингука нам так нравится. Любопытно, что сказал Чингук Тэйхёну, после чего тот прикоснулся к его подбородку. Думаю, что-то горячее. 7 место. Это бесценно. Моменты, которые словно теплый плед в холодный день согревают нашу душу. Моменты, которые напоминают нам о красоте человеческих отношений и о том, как прекрасно, когда два человека находят друг друга. Так греет душу наблюдать за Вигу, которые в рандомный момент залипают друг на друге и начинают влюбленно улыбаться. Внезапно ни с того ни с сего их взгляды встречаются, и на их лицах появляется та самая особенная улыбка. Улыбка, в которой читается целая история, полная понимания и нежность.
Шестое место. То, что можно считать признанием в любви. У бабочек в наших животах, кажется, намечается настоящая тусовка с размахом. Боже мой, что может быть громче? Чонгук, указывая на Тэйхёна во время этих строчек: «Ты позовешь, я прибегу. В темные дни мы найдем солнце». Вам не кажется, что они уже не намекают, а просто открыто всем говорят, что они любят друг друга? Этот момент «ты позовешь, я прибегу» нам всем напомнило, как Тэйхён позвал Чонгука на Гавайи, и он сразу же прилетел к нему. Ах, больше объяснять ничего не нужно, мы просто любим вашу любовь. Пятое место. Ближе только поцелуи. Когда расстояние между ними тает, то, что заставляет нас затаить дыхание, тот самый случай, когда напряжение витает в воздухе, когда чувствуешь, как между двумя людьми проскакивают искры. Тэйхён так близко наклонился к Чонгуку, что, кажется, дальше мог быть только поцелуй. Это граница, которая совершенно лишняя, линия горизонта, которую хочется пересечь. Мы когда-нибудь сдвинемся с этого места. Они заставляют нас ждать, мечтать и надеяться. Мы не сдадимся. Четвертое место. Кто, как не Тэйхён, делает Чонгука счастливым? Стоит появиться Тэйхёну, как мир Чонгука преображается. Его улыбка становится шире, глаза сияют ярче. Тэйхён – это тот самый человек, который умеет заставить Чонгука смеяться от души. Это может быть какая-то его особенная шутка или просто его присутствие. Он просто может быть самим собой, а Чонгук будет им умиляться. Самый красноречивый показатель счастья Чонгука – это его взгляд, когда он смотрит на Тэйхёна. В нем нет ничего, кроме обожания, тепла и, безусловно, любви. Это взгляд, который говорит: «Ты мой мир». Третье место. Мы знаем, почему Тэйхён это знает. Когда парни Намджун, Джин и Тэйхён во время трансляции на Виверс говорили об осознанных сновидениях, Тэйхён сказал, что Чонгук еще не преуспел в этом. Джин: а Чонгук преуспел? Тэйхён: нет, Чонгук пока не преуспел. 정국이 성공했었대. 아니요, 정국이 성공 못했어요. 네. Кому как не Тэйхёну знать об этом. И ребята молодцы, знают, у кого нужно спрашивать. С кем спит Чонгук, у того и спрашивать нужно, это логично. Помните, как в первом эпизоде Run BTS 2.0 Чонгук выиграл комнату с 3 кроватями, а Тэйхён должен был спать в комнате вчетвером с другими ребятами? Ну и что мы увидели во втором эпизоде? Тэйхён пришел спать в комнату Чонгука. Правда, мы совсем не удивлены. По решимости Тэйхёна немедленно осмотреть комнату Чонгука уже тогда все было понятно. Мы были невероятно рады этому, но некоторые фанаты начали писать, что у Чонгука было недовольное выражение лица, когда Тэйхён пришел к нему в комнату. Но мы с этим можем поспорить. Смотрим. В отражении видно, как Тэйхён зашел в комнату Чонгука первым, а после уже и Чонгук. Но нам не показали этот момент. Неудивительно. В общем, на самом деле Тэйхён не впервые туда зашел в поиске кровати. Наоборот, он возвращался туда, где уже был, ведь постель была разобрана. Поэтому мы не увидели восторженной реакции Чонгука. Второе место. 2 на 1. Бигу решили спародировать Хосока, чем всех рассмешили.
Хобби очень манерно говорит. И что незамедлительно делают наши любимые юмористы, те, которые на одной волне, заставляют всех смеяться. Сначала один. Потом другой. Подразнить Хёнов дело святое, конечно, но почему они снова делают это вместе? Потому что они пара, потому что они на одной волне. Первое место. Язык взглядов. Есть языки, которые не нуждаются в словах. Язык тела, язык жестов и, конечно, язык взглядов. Любовь в глазах смотрящего. Взгляд, который говорит все. Удивительно, сколько может уместиться в простом взгляде. В нем читается все. Нежность, тепло, забота, восхищение и, конечно же, безграничная любовь. И самое главное, взгляд невозможно подделать. Можно отрепетировать улыбку, можно выучить нужные слова, но искренность, которая светится в глазах, это то, что нельзя сымитировать. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!